Енот предпусканный. Сегодняшний ролик считается экспериментальным для моего канала, так как сегодня будет куча новостей не только про мой канал. В этом видео у меня масса новостей, которыми я бы хотел с вами поделиться и высказаться своим мнением по поводу них. Во-первых, хочу поговорить об относительно недавно анонсированном Sonic Central. Да, вы думали, я перестал следить за ежиной фанбазой. Начну с небольшого вступления. Нашему синежопому дракону исполнилось целых 30 лет. Воистину великое событие для такого ежика, как он. Ведь он за всю свою жизнь повидал и прожил всякое. Ну да ладно, не суть, вернемся к годовщине. У Сеги издавна появилась некая традиция делать грандиозно и не очень игры к годовщине Соника. К 10-летию это было Sonic Adventure 2, к 15-летию Sonic Next Gen, который в итоге и вышел как откровенный понос уровня доширака, вареного в молоке. Но он задумывался как грандиозная игра за всю ежиную историю. Ну да ладно, что имеем, то имеем. К 20-летию это была Sonic Generations, лучшая, как по мне, игра в 3D, в котором есть моды. К 25-летию Sega анонсировала нам Sonic Forces. К слову, я хотел записать на него обзор, потом вы поймете, почему мне это не получилось. Ну, наверняка к 30-летию Соника, пусть до этого не выходило игр, должно выйти какой-никакой грандиозный проект. Ведь правда? Но что мы получили в итоге? Концерт музыкальных тем Соника, анонс мультсериала Sonic Prime, хотя не сказать, что я его не жду, ремастер Sonic Colors, который изначально мне понравился, но увидев футажи игры, чуть не умер в собственном дерьме. DLC Соника в Майнкрафте и анонс новой игры, которая не имеет названия. Но хитрые детективы, перевалившие с сайта Скотта Коутона после своей отставки, хэштег #StandForScott, откопали название игры. И теперь она называется не то Sonic Rangers, не то Sonic Up. От последнего я практически ничего не жду. Хоть последняя вера на то, что этот проект в итоге не обосрется, все же есть. Мне в частности хочется затронуть DLC по Сонику в Майнкрафте. Наверное, самые истинные фанаты знают, что я когда-то пытался сделать стрим-обзор на эту модификацию. Ну а после неудачной попытки пошел записывать видеообзор. И что на стриме, что на видео, была одна и та же пресловутая ошибка, по которой я теперь сомневаюсь, что смогу записывать видео на канал. OBS просто ругается на запись экрана. Как бы я ни пытался, что бы я ни делал, OBS записывает экран вполне спокойно, но сохраняет видео оно с большими пролагами и фризами. И увы, на данном этапе я ничего не могу с этим поделать. Многовато шума я нагнал, не правда ли? Короче, апдейт. Я нашел новую прогу для записи видео. Проблемы со стримами я так и не решил, поэтому не уверен, что в ближайшее время вы будете видеть стримы на моем канале. Но по крайней мере будут нормально выходить видеоролики. Ей! Завершая мое мнение по Sonic Central, меня она не впечатлила. Да, некоторые проекты я от них все и же жду, но, увы, для годовщины Соника этого слишком мало, чтобы создать эффект вау. Единственное, что действительно произвело на меня небольшой эффект вау, это DLC по Сонику в Майнкрафте. Да, возможно, у некоторых были проблемы с прогрузкой чанков во время прохождения уровней. Лично у меня такого не было. Я просто проходил уровни и восхищался тем, насколько картоделы Бедрока чертовски хороши. А еще искал баги, куда же без этого. Но давайте отойдем от тематики Соника и перейдем к более знакомым вещам. В Java Майнкрафте началась миграция моджинг аккаунтов в аккаунты Microsoft. Хорошо ли это, не уверен, но время наверняка покажет. Вышла новая версия 1.17, и сказать, что я разочарован ей, значит вообще ничего не сказать. А еще в Minecraft Dungeons выйдет новый DLC, бесплатный режим и издание Ultimate. Все. Еще одна новость за недавний срок, релиз новой винды. Для тех, кто был и по сей день остается в танке, в 2015 году Microsoft выпустила 10-ю винду и сказала, что последующих версий не будет, будут лишь некоторые обновления и патчи. Но вот в прошлом месяце прошел анонс новой винды, и я хочу высказать про нее свое краткое мнение. Конечно, про нее говорить что-либо рано, но как только я увидел интерфейс и иконки новой операционной системы, я на секунду подумал, что они решили сплагиатить macOS. Также в сеть утекла информация, что пользователи Windows 7, 8, 8.1 и 10 смогут бесплатно
бесплатно перейти на 11-ю винду. И если для последних это будет проходить как очередное обновление в плане сохранения всех файлов и документов, то пользователям остальных оставшихся операционных систем придется об этом позаботиться самостоятельно. Но я вам советую на данном этапе не обновляться. Она все еще в стадии бета, в ней даже нормальной поддержки кириллицы нету. Теперь новости Кадала. Так, стоп, серьезно, я сказал на записи слово Кадала? Я не знаю, что со мной творится, походу по ночам записывать такое не надо. Ну как новости? Новость одна, но зато какая. Сегодня мы снова открыли Discord сервер Катун, а также добавили в нее несколько новых фишек и приколюх. Также я хочу отметить еще несколько важных дат, которые, поверьте мне, вы не обойдете стороной. Завтра после открытия русского сервера я открою английский сервер. В ней будут присутствовать все те же изменения, что и в русском сервере. 25 числа мы заново откроем сервер CSGO Катун, но оно будет кардинально отличаться, и поверьте мне, будет связан далеко не только с CSGO. А также 28 числа будет открытие чего-то секретного. Если я вас вдруг заинтересовал, можете переходить по ссылке в описании и ждать релизов дат. Котомсон, кстати говоря, все же будет модерировать сервер со мной. И честно, мне почему-то страшно звать туда кота, ибо он не дал о себе знать, переделав тематику Картуна под другие цели. Да, аналитика ютуба сказала мне, что вы не сильно были довольны тем, что Котомсона не будет как админа. Поэтому он вернется на свой пост, как ни в чем не бывало. Ну что ж, заканчиваю это видео. Я начинаю реанимировать свой канал. Какой-то уже раз, когда я начинаю реанимировать свой канал. 3-й, 5-й. Неважно. В общем, надеюсь, что эта попытка восстановить свой канал будет более удачной, чем предыдущие. И заходите на наш Discord сервер, и мы там, в принципе, вместе пообщаемся и поотвечаем на всякие вопросы. Ну, а с вами был Прочер. Еще увидимся. Господа, мы еноты, енотики, котята, зайчата, лисята, медвежата, я не знаю, кто меня смотрит вообще. Ну, в общем, да, всем пока. There's more to go.